Почему неконтролируемый плач Чингука в зале ожидания аэропорта мгновенно вызвал панику среди персонала и шокировал сообщество ARMY по всему миру? И самое удивительное, что именно произошло с состоянием здоровья Тэхёна, что атмосфера за кулисами стала такой напряженной и молчаливой? Удивительный факт не произошел на сцене концерта и не во время прямой трансляции крупного события. Все случилось неожиданно, в незапланированный момент, когда участники BTS только что вернулись после насыщенного графика зарубежных мероприятий. Слухи о состоянии здоровья Тэхёна начали тайно распространяться в закрытых кругах, но достигли апогея, когда выражение лица Чингука резко изменилось после получения информации, не предназначенной для широкой общественности. Анонимный источник из внутренних кругов заявил, что это был один из самых эмоциональных моментов в карьере Чингука за все время в индустрии. Это был необычный плач. Вокруг не было камер. Не было софитов. Не было сценария или актерской игры. Была только тишина в VIP-зоне аэропорта, нарушаемая лишь сдержанным голосом Чингука, который пытался скрыть свои эмоции под черной маской. Свидетели утверждают, что он молчал почти 5 минут, пока Джимин стоял в оцепенении со слезами на глазах, пытаясь сохранить самообладание. Не является ли это признаком того, что состояние Тэхёна гораздо серьезнее, чем сообщалось ранее? Проблемы с физическим состоянием Тэхёна давно обсуждались в фанатских кругах, но никто не ожидал, что они вызовут такую эмоциональную реакцию от участников группы, особенно от Чингука, известного своей эмоциональной стойкостью и тем, что он редко показывает свою уязвимость публично. В тот день произошло нечто, до сих пор неизвестной общественности, и эмоции просто вырвались наружу. Источник из руководства агентства сообщил, что информация о состоянии здоровья Тэхёна была передана участникам только после приземления самолета, чтобы сохранить их эмоциональную стабильность в полете. Но это решение привело к неизбежной эмоциональной вспышке. Сообщается, что Чингук уронил телефон после того, как прочитал сообщение от одного из личных врачей Тэхёна. В течение нескольких секунд атмосфера стала напряженной. Некоторые сотрудники попытались успокоить Чингука, который выглядел подавленным и прислонился к стене с пустым взглядом. Почему же эта новость так долго скрывалась от общественности? И, что важнее всего, что на самом деле произошло с Тэхёном? По данным нескольких надежных источников, близких к BTS, Тэхён уже в течение 3 недель демонстрировал признаки ухудшения физического состояния. Некоторые запланированные мероприятия были внезапно отменены, а на публике он выглядел менее энергичным, чем обычно. Тем не менее, официального заявления о его болезни так и не было сделано. Подозрения у фанатов усилились после одного из прямых эфиров, где Тэхён был необычно молчалив и лишь изредка отвечал на вопросы поклонников. Что резко контрастирует с его обычно теплой и открытой манерой общения. Неожиданно стало известно, что внутренний медицинский отчет, который не был опубликован, подтверждает, Тэхён проходит серию интенсивных обследований, связанных с неуточненными неврологическими симптомами. Симптомы затрагивают концентрацию, режим сна и координацию движений. Временно он получает лечение в частной клинике Сеула, специализирующейся на неврологии и хронической усталости. Но окончательный диагноз до сих пор не озвучен. Не является ли это признаком серьезного заболевания, которое может повлиять на его карьеру в долгосрочной перспективе? Эта информация вызвала огромную волну спекуляций, особенно на фоне того, что агентство BTS, HYB и Labels не выпустило официального заявления. Когда видео с эмоциональной реакцией Чингука распространилось в сети, фанаты начали массово обсуждать и выражать обеспокоенность. Многие признались, что были шокированы не только новостями о здоровье Тэхёна, но и молчанием со стороны менеджмента BTS. Один фанат написал на крупном корейском форуме: «Мы не просто фанаты. Мы часть их эмоционального пути. Когда от нас скрывают такие важные вещи, мы чувствуем себя преданными». Это высказывание отражает растущее напряжение в обществе, которое ощущает, что их эмоциональная связь с кумирами подвергается серьезному испытанию. Но было ли молчание HYBE попыткой скрыть правду? Или это всего лишь стратегия по защите конфиденциальности и ментального здоровья участников?
На внутренней пресс-конференции, не получившей широкого освещения, представитель HYBE заявил, что агентство прекрасно осознает психологическое давление, испытываемое всеми участниками BTS, особенно в период перехода от групповой деятельности к сольным проектам и службе в армии. Мы ставим здоровье и личное пространство артистов в приоритет. Не все можно сообщать сразу, особенно если речь идет о чувствительной медицинской информации, сказал он. Но заявление не остановило волну спекуляций. Некоторые СМИ Японии и США даже сослались на неофициальные источники, утверждая, что Тэхёна ждет длительное лечение и он, возможно, не появится на публике в ближайшие месяцы. Чингук в коротком, но эмоциональном посте на Уиверс написал: «Я не готов это принять». Эта фраза тут же была связана фанатами с инцидентом в аэропорту. Многие верят, что Чингук был подавлен, потому что Тэхён – один из самых близких ему людей в группе. Они часто делят трогательные моменты как на сцене, так и за ее пределами. Но среди всей этой тревоги и неподтвержденных новостей публика ждет одного – официального заявления от самого Тэхёна. На данный момент он никак не прокомментировал ситуацию. Его социальные сети остаются полностью молчаливыми с момента инцидента. Никаких фотографий, никаких текстов, никаких трансляций. Лишь тишина, которая только усиливает тревожные догадки, что все гораздо серьезнее, чем кто-либо себе представляет. ARMY – фанаты, которые способны замечать малейшие изменения в выражениях лиц или жестах своих кумиров, теперь оказались в изматывающем информационном вакууме. Тем временем давление на HYBE усиливается. Некоторые СМИ подчеркнули, что агентство часто медлит с разъяснениями, касающимися состояния здоровья участников BTS. Южнокорейские медиа-эксперты также высказали мнение, что подобная закрытость может обернуться против артистов. В эпоху открытости информации и преданной фан-базы, как у ARMY, стратегия молчания может привести к обратному эффекту, говорит профессор Ким Хёнджи, эксперт по медиа и попикультуре из Корейского университета. Также внимание общественности привлекли реакции других участников BTS. Джимин, известный своей близкой дружбой с Тэхёном, выглядел подавленным на фотографиях из аэропорта. По словам источников, именно он первым узнал о состоянии Тэхёна, поскольку навещал его до отъезда за границу. Но, как и Чингук, Джимин предпочел хранить молчание. Источник, близкий к руководству, сообщил, что участники договорились не делать личных заявлений, пока Тэхён сам не будет готов выступить публично. Также появились сообщения, что Тэхён жаловался на головокружение и бессонницу во время международной промо-кампании своего сольного альбома «Льёвр». Симптомы усугубились во время гастролей по Японии и США. Один из членов съемочной группы подтвердил, что расписание пришлось подстраивать под более длительные перерывы для Тэхёна. Тогда руководство посчитало это просто переутомлением. Пока публика продолжает гадать, эксперты уже начинают анализировать возможное влияние этой ситуации как на BTS в целом, так и на индивидуальные проекты участников. Чингук, к примеру, сейчас активно продвигает свой сольный альбом Golden, но его эмоциональная реакция, запечатленная фанатами, стала тревожным сигналом. Эмоциональное равновесие группы пошатнулось. Некоторые считают, что прочная эмоциональная связь между участниками – это их сила. Но в то же время,